силы земли и хорошего всем настроения. Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда Леха, мой ник Hard Play. Да, почему? Потому что прохожу игры на самом высоком уровне сложности, а не то, что вы там подумали, да, там все придумываете там всякую ерунду. С прошедшим днем рождения канала, ура! Высоко пошла к дождю. Сегодня смотрим. Артем Вульф. Изъяли товар на 150 тысяч рублей, накрыли магазин с несуществующим владельцем, плюс уголовка. Сразу два магазина. Третий был на связи. Четвертый почти тоже успели доехать. Я не стриженный, я не бритый, потому что мой цирюльник уехал. Уехал. Пожалуйста, не обижайтесь, то, что я такой. Я особенный, я дивергент. Очень скоро постригусь, честное слово. Нет, а сейчас начнете. Че он такой сидит? Я знаю, что меня женщины смотрят, да, поэтому я должен всегда быть красивым. Хотя, что красиво, уже не испортить, да, согласитесь, да. Да-да. Так что как-то так. Все, всем приятного просмотра. Телегу вот. Все вот. В телеге очень скоро и hard.inst будет... Мизинчиком на ноге сейчас достану. Будет, знаете что? Вот оно! Вот он, рюкзачок! Вот он! Да, не скажу, что будет, не скажу. Да, но намек, отсылочка есть. Отсылочка, да. Согласись, вот так вот. Поэтому здесь нужно всем... Пальчик вверх, да. Папка, знаешь, сколько работал? Знаешь, сколько он объехал этих мест? О, сейчас как начнется, как из пулемета тут начнется, Строчилово, да. Если вы обратите внимание на общую картинку, нет оранжевого цвета. Нет оранжевого цвета, нет сосалок, нет, никотин есть, сосалок нет. Оранжевого цвета тоже нет. Это говорит только об одном, о том, что правильно. Надо прикрывать эту точку и открывать здесь что правильно. Нашу тему, да, оранжевого партнер, чтобы он зашел и вот так вот прям фрибеты всем прям начал, да, раздавать, да. Ты, кстати, тоже можешь забрать, там ссылка в первом закрепленном комментарии, либо в чатике, да. Все, всем приятного, все, поехали. Ай, ну давай. Ссылку на Тёмушку оставил внизу в описании, кстати. Заказы никого. Ночь и тишина, данная навек, ту-ту-ту-ту. Знаете, да, что за магазин? Нет? Рекомендую посмотреть. Вон она. Она еще не знает, что ее ждет. Как у вас дела в магазине? Товара больше просроченного нет? Надеюсь, нет. Так вот, вы только что на кассе же у нашего человечка забрали просроченный товар, который у вас взял. Она сегодня закончилась, я убрала. Ну да, просроченное. Ну, убрала. Убрать надо было вчера. Я же не продала. Продали вы или нет, это второй вопрос. Он мог Я же не попробовать, продала. а потом пойти его и оплатить. А могла. И отравился бы. О, появилась закрывашка для сигарет. Правда, когда мы зашли, почему-то мы зафиксировали, что они были открыты. Но закрывашка для сигарет появилась. Это другое. Вы, ребят, писали в комментариях то, что у них нет честного знака на сигаретах. Я вижу честный знак. Такого же. Подождите-ка. Если мне не изменяет сейчас мое зрение, то есть это я вот этого не видел. Опа-це Чиназас скользнула, да, Сабинки? По булкам. Осуждаем такие высказывания, ай-яй-яй. Аккуратнее, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стоп. Лайк забыл поставить. Ты тоже часто забываешь. Обязательно переходи. Ссылочку на Артема оставил внизу в описании. Всем лайки ставь, всем пиши комментарии. 2-3 несвязанных слова. Это уже помощь и поддержка. Спасибо. Тянетесь руками к телефону, женщина. А что снимать меня? А зачем вы тянетесь руками, зачем? женщина, к телефону? А у вас есть... Вот, вы что здесь? Зачем ты тянешься А? к телефону? Потому что тебя здесь нет. Мне никто не может показать товар. Мне по руке стукнуло По немного. руке вызываем полицию, что Вызывай. побои. Максимальная надрочка идет. Так. Вызываем всех наших. Давай, МЧС, KFC, Бургер Кинг. Всех сюда, всех на место, всех. Побоишься. И молодец. Молниеносная реакция.
Что хотят быть? Да, мне неинтересно с кем разговаривать. Вот этот вот мув я на самом деле не понял. Она вышла на улицу, позвонила хозяину... Не хозяину, владельцу магазина, хозяину, может быть, собаки только свои. И тут Остапа понесло. Пусть приезжает, если хочет, поговорим. Если не боится. В тот раз не приехал, испугался, может. Ладно. Он не Кто не смотрел предыдущую серию с нашим сюда поездом, обязательно посмотрите. Потрясающе, потрясающе. Мы обещали вернуться, мы вернулись. бьет. Там, где 3 в одном. На этот лапает на все. Товар нельзя трогать, да? С ценниками. Что? Начало разговора я не слышал, я позже вышел. Что такое пальцы? Что случилось? Смотри, если ты ходишь, ты можешь приехать сюда, мы поговорим и все обсудим. Почему он так разговаривает? Он в тот раз тоже там началось там, да я, да сейчас, давай-то раз на раз там вискачем. Я говорю, чего? Вискачем. Я говорю, кого? Он говорит, виска. Я говорю, прекрати, пожалуйста. В тот раз ты не приехал, я не знаю. С тобой разговаривать, а ты трус, ты сразу Ты кто такой, а? начнешь снимать. Смотри, А ты кто такой? ты называешь меня трусом, но ты в тот раз даже испугался приехать. Ты даже в тот раз испугался приехать, мы тебя ждали. Ну, вообще, по факту, он пообещал, потом у него поезд отменили, потом он в пробке встал, потом еще что-то приключилось. Короче, он так и не приехал. Кто-нибудь смотрел? Я говорю, посмотрите предыдущую серию, потрясающе. 2 часа в магазине, пока оформляли. Ты просто испугался. Ты Да кто приезжай сейчас, приезжай. Я тебя жду, все. Твоя кличка Артем Тухлый. Хорошо, ты Это потрясающе, это потрясающе. Я говорю, ухахатывались всей палатой вообще, Боишься? просто смеялись. А что, в детском садике? у человека интеллекта хватает только на Нет это. ты, нет ты, нет ты. Ты нас Что боишься? хочешь от нас? Вот я не понимаю, что ты хочешь? Ты боишься? Приезжай. Ты фуфло, ты знаешь, что фуфло? Давай адрес дам. Ты фуфло, ты тухлый, ты тухлое фуфло. Нет ты, а ты лох. А ты фуфло, а ты лох. Вот я давеча, значит, со школы забирал, но просто фишка в чем? То, что мужику-то уже лет много, да, как минимум там, не 1 десяток, да. А у меня пацану, вот он в 3 классе учится, вот там у них также они разговаривают. А на улице вылетает. Нет ты, нет ты, нет ты. Я не показывал, Эй, молодец. Да, ну, видать, развитие временно приостановлено, да, где-то в каком-то, не знаю, в каком году. Тебя знаешь, говорит, как в интернете называют? Да, я, кстати, первый раз услышал, что такую хрень написали. Так интересно стало. Приезжай, а вот 1 на 1 поговорим. Да я 1 на здесь- 1. Все. Пошла тема с 1 на 1. Внимание, монтажа не было. Фуфло, ты знаешь, что фуфло? Давай адрес дам, ты туда приезжай, а вот 1 на 1. Сейчас, чтоб все поняли и вот вкусили вот этот вот цимус. Хозяин своей собаки и владелец магазина говорит, слышь, ты фуфло, давай я дам, это новое что-то, я дам тебе адрес, ты туда приезжай, при том, что в тот раз он так и не приехал. Никто не приехал вообще. То есть от слов совсем. Ты туда приезжай, я тоже, да, мы тоже одни приедем. Нож не бери, у нас свой есть. И молодец. Молодец. Это у хохотушки, да. Ухохочешься просто. Да я здесь тебя жду, в твоем магазине, куда-то мне еще ехать, зачем? Я здесь, у тебя. Адрес скину, место расположения, давай ты приезжай. Смотри, ты знаешь адрес своего магазина? Приезжай. Давай я тебе место расположения скину, ты Да зачем мне куда-то временно тебя тратить ехать? Я уже у тебя в магазине, приезжай, если не боишься, все. Разговор закончен. кишка хватит, ты там поговорить. Кишка хватит, нет? Приезжай, кишка хватит приехать, говорит человек, который второй раз просто не приезжает. Молодец, я говорю, мужик, ты мужик. Если слышишь меня, мужик, молодец. 1 на 1. 1 на 1. Кишка хватит туда приехать. 1 на 1. 1 на 1 100%. 1 на 1 100%. О, как раз у меня он там в рюкзаке. Да, только я и он. Там меньше 3 секунд при застегнутом пиджаке. Пам! Только... Да, можешь всех собрать вообще без проблем. Там. Смена магазина происходит просто молниеносно. Приезжайте, пацаны, молодец. Я говорю, Артем, я не знаю, что ты все время отказываешь людям. Но это же потрясающий шанс. Потрясающий шанс, чтобы потом по новостям показали. Да, приезжай один, говорит, мы тоже приедем, молодец. Давай здесь 1 на 1 без камер, приезжай, я тебя жду.
А ты без камер ты не можешь, ты спокойно. Я вот на камеру говорю, я тебя жду, я готов один на один, приезжай. Все. Ну, ребят, в принципе, не А теперь внимание, сейчас будет разрывная. Чувак говорит, ты только на камере можешь. Знаешь, что самое забавное? Видите вот этот вот плафон? Это не фонарь. Это камера. Вы сейчас это видео должны увидеть, если он это не вырезал. Через которую, пока мы там были, пока на улице стояли, он разговаривал с теми, кто находится в магазине. То есть она на прием и передачу звука. Вы вообще осознаете? То есть он все слышал, что в магазине происходит от начала до конца. И он, чтоб не приезжать и свою рожу вонючую не показывать, он просто взял и поставил, короче, камеру, типа инкогнито. Это потрясающе. Чекайте. Я уверен, Артем это должен оставить. удивительно. Но мне интересно было послушать, что он скажет дальше. Что он там, давай на топорах? Все как мы любим. Да не испугайся он приезжать, успокойся. Да я вообще спокойно. А вот такой интересный факт, вот товар продается, А да, вот такой табак. факт. Мы против курения, но вот здесь есть дата Matrix-код. Как его все называют в народе, QR-код. И проблема в том, что я скачал приложение «Честный знак», и по этому приложению данный товар был продан 23 июня 2022 года. Куда продан? Кому продан? Это в розничной торговле он был продан. Давайте еще раз на камеру вам показываю. Ребят, смотрите. Вот приложение «Честный знак». Я его беру. Если без шуток, это залет очень серьезный. Вот это вот. Потому что делает этот товар на полках, никто не знает. Какого он качества, никто не знает. За него, в принципе, никто не отвечает, потому что он уже был когда-то продан. Все. Его нет, его не существует. Навожу. Товар купили 23 июня. На! Лососни. Нас закрыли, нас закрыли. Закрыли? А что ты делаешь, не подскажешь? Почему меня в магазине закрываешь? Не, а зачем в магазин? А я не видел, кто и ключики дал. Это вот этот вот мужчина культурный, да, ключики дал, который там детишек все пинал, гонял. Я в следующий раз учту, ладно. Меня закрываешь? Просто? Это нормально считаешь, да? Да. Чтобы никуда не уходили? Да. Давайте вызовем сразу, ребят. В принципе, что тут Вызовем. ждать? Как говорят. Не надо меня толкать, я стою в магазине. Проходи. А тот цирк начался. Вы позвонили в службу В магазине пытается закрыть, девочку трогает руками. 112 Химки. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, хотели бы вызвать сотрудников полиции. Совхозная улица 8А, Химки. Что там происходит? Во-первых, возможно, Что у вас товар там с поддельной происходит? маркировкой. Во-вторых, Артем, здравствуйте. тот же самый Короче, второй раз в жизни, сколько вот мы, ну, по крайней мере, сколько мы с ним ездим, его узнают в 112. Говорит, здравствуйте, Артем. Ну, это уровень, это лучше. магазин, да? Тот же самый магазин, тот да. же самый, тот же Мини-маркет, самый. совхозная 8А. Все, ожидайте наряд. Всё. Спасибо Ну, большое, щас, ожидаем. говорит, придет. Ну что, давайте, ребят, проверять, поскольку это очень интересно, и это уже попахивает уголовной статьей. Когда я вижу, что товар продан, но он продается в магазине. Я не знаю, как так произошло, это они уже будут объяснять. Сотрудники полиции будут обязаны изымать товар. Очень важный пункт, что человечек был здесь до нас и нашел детскую просрочку. Да. Но она посмотрела на кассе и не продала ее. То есть она, скорее всего, увидела по камерам, что он смотрит сроки годности. Что он Короче, облепились новые армяне всеми возможными и невозможными камерами. Просто везде стоят камеры, за всем смотрят, за всем наблюдают, вместо того, чтобы просто вычистить магазин от дерьма и не травить обычных людей, коих там очень много живет. И детей вы сейчас увидите в ролике, по идее, сколько. Просто достаточно убрать все и сказать «молодец». Кстати, если сейчас Артем сюда включил вторую часть, куда мы ходили, а не разбил на 2 ролика, вы увидите, как это может быть. Лайфхак. Да, поехали. фотографировал нам этот Да, товар. он сфотографировал нам, отправил его. Меня окружают, пишут. Чувствую жару. Олег, слышал? Олег, Ты остаешься По коням! здесь, магазин не даете закрыть, мы пойдем туда. Та-та-та-та, Объясняю, что происходит. Во время та-та-та-та-та. предыдущего визита, когда мы были в этом магазине, Па-па-па-па-па, соседний по коням! магазин Возможно, в этом же криминал, доме закрылся. погоня! И в этот раз, чтобы мы смогли проверить сразу 2 магазина, Ага, он закрыться хотел, а мы взяли и сразу в 2 приехали. А хотели, я говорю, Артем, а давай в 3 там. Помните, рыбка еще был магазин? Золотая рыбка, чи как там. Я говорю, давай в 3, он говорит, давай в 2. Понимаешь, мы щупальца сразу свои запустили везде. Все, а там уже все отнимают, все забирают, все, конец, все.
Начало. Поскольку мы понимали, что если мы придем всем составом Опа! в один магазин, второй, Пошел скорее всего, движ. закроется. Мы сами пошли в этот магазин, а нашего человека отправили в соседний, который закрылся в Агента. тот раз. Он там уже приобрел просроченный Знакомый, да, магазинчик? 0054. Тоже везде камеры, везде, везде, везде. Из каждой щели торчат, просто везде камеры, сразу камеры. товар. В одном и месте написал покупали. мне, что его окружают и у него пытаются отнять Ага. товар. Так, а кто отпытался у нашего человека Это залет, боец. отнять просрочку? Что? Никто? Что? А? Не слышу. Да? Ну, закрыто, это только что человек себя Открытые витринки тоже. взял. Сразу в 3 отделах, да? В третьем не успели закрыть. Ну, да. Кто у тебя пытался отнять просрочку? Расскажи, пожалуйста. Мужчина. Какой? 2,10 рост. Ладно, чуть меньше. Ну, вот этот. А зачем ты пытался у человека отнять товар? А кто сказал, что я хотел отнять? Просто Вот я он сказал. хотел смотреть Нету такого. сроки. Просто А зачем отбирать товар у человека из рук? Хотела посмотреть, можешь попросить. Отнимать товар от ненормального покупателя. я хотел Да. смотреть и все. Никто не хотел взять товар с вашего человека. Вот он только что говорит, что у него выхватывали товар. Нету такого, он обманывает тебя. Он обманывает? Я ему гораздо Да. Я никогда не обманываю. Он обманывает. 100%. 100%. Ты кому больше веришь, мне или ему? больше верю, чем тебе. Покажи, Арсений, что ты купил в этом магазине. Арсений. просроченные. До 19.05.24. И хлеб без маркировки. Это хлеб мы постоянно берут без упаковочный. Мы упаковка здесь Ну, делаем. Упаковали, маркировку наклеили. Так, и вот он еще нашел до 22.04.24. Детское питание для детей с 5 месяцев. Детское питание просрочено больше, чем на месяц. Сегодня 1 июня. Это у нас магазин по На адресу улица Совхозная, дом 8А, помещение 13. Вы в тот раз думали, вы закрылись, мы к вам не придем, что ли? Вы умный сам. Свет горит, зафиксируй. Магазин, Есть, вон. но. Как только мы приехали в район, сразу закрывается Вы магазин. спрятались, вам есть что В тот скрывать? день правда, этого магазина расчет была. Да, как только мы приехали, сразу он закрылся. 3 магазина просто закрыли. Все 3. Вот стою просто, вот так вот взгляд вот сюда навожу. Даже искать не надо. До 01.03.24. Беру еще партия. А почему просроченное детское питание? Объясните, пожалуйста, на прилавке. Ну, работник сейчас нету, мы не успели посмотреть. Месяц не успели посмотреть, детей травите, да, соседей? Для детей с 5 месяцев. Не стыдно? Это человек, видишь, начальник этого магазина была. Так. 10 месяцев назад умер. Он мой сын был. Мы заняты была. У меня времени не было. А если бы умер ребенок чей-то? Нету. А если бы отравился и умер чей-то ребенок? Я понимаю. То есть ты можешь оправдывать Просто своего... сейчас 4-я или 5-я история за все время плюс-минус подобная. Вот отвечаю, я все понимаю, все может быть в жизни. Я не спорю, и я уверен, все друг друга поняли, и вопросов нет, но слишком вот прям вот ультра однотипный. Я только не понял, причем здесь 10 месяцев назад, и то, что сейчас питание детское на месяц просроченное в магазине. Вот этого я не понял. Ну да ладно. мы заняты была, работник не был. Закройте, Но значит, я всегда стараюсь верить людям. Все равно у меня все равно надежда в людей, она еще не пропала. магазин, если вы заняты, у вас нет работника, и не открывайтесь, пока вы не проверите хотя бы детское. Я не понимаю тоже. Артем в цвет говорит. Закрой на сутки магазин. Просто на сутки. Возьми просто вдвоем, вот, 2 человека. Проверьте, там реально 1, 2, 3, 4, 5. Ну хорошо, 7, 10 полок. В чем вопрос-то? Питание, это ребенок мог отравиться, ребенок мог лечь в больницу с отравлением, и мать бы проклинала вас до конца ваших дней, а вы бы сидели в тюрьме. Ладно, я понимаю, возьми, это скажи, наша скажи, ошибка ребят, была. Я Давайте понимаю. утилизируем. Ну возьми, признай ошибку. Ну ты за мужчину говоришь. Признай, скажи, ребят, да, у нас есть... Ой, как много в кадр не попало. Ой-о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 й. А Артемушка вырезал. Там он мне начал... ты мужчина, ты не мужчина. Я говорю, о, родной. Это мне такое надо. Да, это я не просто так. Это Артем вырезал очень много. Очень много вырезал. Прям целый кусок. Он там стоял, измывался, изгалялся.
Че, игрушка понравилась? Че, шоколадка понравилась? Я говорю, ты что, дурак, что ли? Я просто, ну, я не любитель такое терпеть. Это типа такое. Есть просрок? Есть. Давайте В каком утилизируем. магазине имеет просрочку? Давай так. Ты за себя можешь отвечать? За этот конкретный магазин? Я за все могу отвечать, то, что говорю. Ты можешь просто, вот зачем ругаться? Я Вот пришли люди, они на вас жалуются. Возьмите, просто скажите, ребят, давайте мы при вас просто утилизируем не просрочку. успеваю. Да, вот реально. Кому ты говоришь, мне не успевают? У вас 3 полки, 2 прилавка. Каждый 3 куколды, 2 бота. Осуждаю, осуждаю. Недавно был просто на одном стриме у человека, да. Извините, пожалуйста. Это не переключился раз, еще. когда мы заходим в Химки, в магазин, вот такие с единицы Я рейтинга, причину каждый раз вот эта сказала. карусель творится. Не надо так. Нас интересует, чтобы вот такого детского хотя бы питания не было. Понятно, наша вина. Если бы Мы вы не начали у это человека забирать решим. товар из рук, Мы вопросов это бы не было. решим. Мы сейчас все просрочки Опасно. снимают. Да, люди, Работники скажем, сами ночью мы снимем. Чем сегодня, могу, завтра чем мы скажите, магазины да? закрываем. Магазин сейчас работает. Все, смогу, просрока я снимают. буду Просто делать. время Со стороны нет. я буду. Работник Я ушел. свою Почему вы не закрыли раньше магазин и не проверили товары? Когда мы в тот раз приехали, вы знали прекрасно, что мы здесь. У вас свет горел. А здесь не было это время. Я админю была вот это время. А кто здесь был? Кто-то же отвечал за магазин? Работник была Ну, можно здесь. достойно. Она уехала, все. Она уехала. Пу-пу-пу. В где мы сейчас сейчас с тобой здесь общаемся? нету. Сейчас Почему мы как еле-еле я радиоактивные стою, наши? работаю Диалог место. наш, ты Никого понимаешь? нету. Ну а как мы можем Просто диалог Сейчас найти? наш, ты? для Мы сейчас этого нормально у меня разговариваем. сил Я нету, не чтобы против нормально смотреть. общаться. Я А я сейчас тоже не против, да, поэтому... Смотрите, о чем разговор на заднем плане. Это вот основополагающая вообще вещь в любом рейде. Я человек простой. Если с нами общаются нормально, я всегда, вы знаете, всегда пойду на контакт. Всегда пойду на контакт. Всегда. Даже если люди накосыпорили, там что-то кого-то тронули, еще что-то. Все бывает, эмоции, еще что-то. Всегда я рад пойти на контакт. Но когда реально люди что-то понимать начинают. Хотя бы, ну... А когда вот это вот, да я, да мы, что начинается-то здесь? понятно. А зачем магазин-то открытым держать? Почему не проверить сроки годности? Хотя бы раз в месяц. Проверяют, честно Товарищ, проверяют. Не так, чтобы не Товарищ, проверяют. всё. Мы сделаем, мы Сколько поправим. просрочка? Когда мы сможем прийти, вот этого на месяц просроченного не будет для детей с 5 месяцев. Ну, 5-месячный ребенок. Ну, достойно же. Подожди, а вот Все я надо подошел к убирать. человеку. Кто ИП? Какой у вас ИП? И теперь Говорю, у меня вот. Валерик. Чек у тебя. У вас есть где-то документация о регистрации в налоговом органе? Я заново скажу, с занимаюсь. Вот здесь надо было, да, от нас Сабинки записывать. Вот это я согласен. Скажу до конца. Просто сейчас мужа и на этом Там просто разговор к чему сводится. Я им пытался объяснить. Я говорю, ты понимаешь, мы со входа зашли нам сразу. Я говорю, Артем вырезал. Я не знаю, зачем он это вырезал. Может, то, что ролик типа длинный. Он вырезал. Я беру, я начинаю смотреть про срок. Он, че, понравилось? А че, это? А че, ты знаешь, прямо вот с такой рожей, ну, начинает специально провоцировать. Я говорю, ты че? Я говорю, как это, на клоуна, что ли, работаешь? Там за это заговорили. Я говорю, зачем ты это делаешь? Тебе пришли, у тебя нашли просрок, тем более, если детское питание. Я говорю, ну, то есть изначально в штыки воспринимать. Причем человек показал, он уже сказал заранее, на берегу он сказал, ребята, просрочка у вас в магазине. Все, немножко опуститесь туда вниз. Скажите, просто скажите, пацаны, давайте мы все уберем. Все, вопросов ноль. Пришли, всем руки пожали, сказали, молодцы, классно, все. А когда начинается, что это, а что то, а что-то здесь, а что там? Ну, что, как что, так такой ответ. Я человек простой. Когда мне навстречу идут, я навстречу иду. Неважно, все косячат. Все мы люди. Кто не косячит, тот косячит втройне. Так что не надо мне здесь рассказывать. поменяли мужем и сейчас. Он делал всё, Он дома хочет. сейчас, Хотел со он мной тоже вместе. тяжелый Я ему постоянно. говорю, Просто еле-еле мы посмотри. сейчас Нет, я не держим. говорю. Вы, если хотите посмотреть, сейчас посмотреть открывайте срок. объявление. Она не Мы видела, этого там, магазина девушка, продают. У нас сил нету. Вы продаете Кстати, вверху стоит тоже табак. Или не табак? По-моему, табак. его? Да, мы продаем. Мы уже объявление. Открывайте, смотрите. Ну, то есть, пока магазин продается, можно травить людей, да? Нет, я сказал, мы все... Я тоже не понял, к чему то, что магазин продается. То есть у него просто сменится владелец. Причем здесь этот, я не понял.
Понимают, кто берут Ну, табак кальянный, да-да-да, как он правильно называется, наверное, так и называется. магазина уже всё, 7 лет он держал. Это магазина нормально было, народ нормально было. Все. Просто у нас сейчас сил нету. Мы этого уже магазина объявление поставили, чтобы продать. Вот я как раз на заднем плане говорю, мы смотрим, я говорю, мы не приходим по заказу. Мы не приходим там за деньги или еще за что-то. Просто, я говорю, у вас у магазина 2 с чем-то рейтинг. 2,1 что ли был рейтинг, 2,4. Я говорю, рейтинг дно. Я говорю, люди жалуются. Люди, не кто-то, люди жалуются. Я говорю, вот, смотри, вот в картах. Я говорю, ну что ты начинаешь? И там отзывы стоят там год, 2 года, 3 года назад. Зайдите, посмотрите. На карте все это есть. Где ваше всё же объявление там. можно посмотреть? Скажите, пожалуйста. Ну, этого не знаю, сам поставили. Открывайте, смотрите, я Это ваш сын? откуда. Нет, друг. Давайте по-человечески общаться будем, и все это снимемте, или Если снимем объявление вместе, вы или я открываете, сейчас людей... чтобы- По-человечески, это если бы у человека не отбирали товар изначально. Никто не отбирал. Смотри, Я ты руки к нему отбирал. тянул? Нет, никто не тянул руки. Нет, мы ничего. Мы просто хотели, я сказали, да, вот... Ну, я его, как бы это смешно не звучало, могу понять, потому что если он на камеру скажет, да, я тянул к нему руки, это, ну, понятно. Это все, это габелла, как бы. Естественно, никто не скажет, то, что да, там я тянул. Это признаться все равно, что сразу туда уехать. Смотрим Вы товар как или не мне посмотрим товар? Можно посмотреть, просто без очки была. Просто посмотри. Как нам сказал позже наш активист, данный мужчина и женщина-кассир действительно пытались забрать у него товар. Просто, видимо, для кого-то норма забирать у покупателя товар из рук, чтобы просто посмотреть, причем купленный товар. Почему агрессия? Уберу, брат. Но если ты говоришь, уберу, я к тебе... Ну вот, ну к чему все это? Ну вот к чему. Я еще раз говорю, я не вижу ни в ком никогда ни врагов, ничего. Ну все бывает. Засвистела фляга, дома проблемы, на работе проблема, в пробках какой-нибудь дурак подрезал. Ну бывает, настроения нет. Но разговор, главное, чтобы пришел к хорошему, верно? И вот послушайте. Я приеду через неделю, будет все убрано. Давай мой номер запиши. Я сюда приедешь, просто да? к тебе приеду. По рукам. Вопрос. Слово даешь? Ну, неважно, что и как. Как там, любая там это начинается, да, с этого. Не помню, как правильно говорится. Слово даешь, что Здесь просрочки мы не найдем. Я с тетей Ну? тоже поговорю, со всеми поговорю. Смотри, Ну, девушка, Руку пожал. девушка тоже Руку сказала, что они пожал. продают уже магазин, умер владелец 10 месяцев назад. То, что она не успевает за всеми Пообещал, следить, что продавщица, уберет. которая здесь была кассирша, Пообещал. она уехала к себе на родину. Понятно, что мы таких Мы приедем. историй миллион слышали, но тем не менее я всегда стараюсь не. со всех сторон смотреть ситуацию, и с человеческой стороны в том числе. Такого не скажет, а? Смотри, она говорит, она сейчас закрывает магазин и все будет проверять. Слышали, ты не представляешь, сколько всего. Давайте мы Успокойся, сделаем Андрей. следующим образом. Вы просто почистите все. Закрываете сейчас магазин. Сейчас спокойно закрывайте. Пообещал. На камеру пообещал. Руку пожал. Сказал, я все сделаю. Проверяете полки, мы приезжаем, например, через неделю и смотрим. Если магазин чистый, я говорю, мужик, красавчик, постарался, исправил ситуацию в магазине. Пойдет так? Хорошо. Мы пожали же друг друга. Мы пожали. Все. Всё. Мы договорились Давай с я тобой. тоже. Давай, все. Все. Забились. Надеюсь, наши Всё. эти... Надеюсь. Вот что мешает, даже если вспылили там в начале, кого-то тронули, там вот вытолкали, ну неважно, там, да, что-то вот плохое сделали, ну в конце вот так вот закончить диалог. Ну все же идут навстречу. И мы идем, и все идем. Сказали бы вообще бы, не толкали бы паренька, или он бы зашел бы, не было просрока, вообще бы ничего этого не было. Причем просрока-то детского. Самое главное, тут, если бы не детская вот эта вот просрочка банка, то и я думаю, что и обрезал бы он вообще эту половину. На понимание. Попадут. Это мы отдаем детское, нам оно не нужно, мы вскрываем его сразу, чтобы вы не выставили вновь на полке. Все. Я думаю, мы потом приедем сюда еще раз и сделаем возврат. Если вы исправились, мы сделаем возврат. Если не исправились, соответственно, там уже дальше будем решать в правовом поле вопросы. Просто наведите порядок. Все. Хорошо. Одну секунду. Давай. Хлеб. Маркировки на хлебе нет. И еще вот здесь я вижу маркировки нет. Я им, кстати, объяснил, что надо делать. Если что, я рад всегда. Я рад всегда объяснить. И в мытищах, и везде стараюсь людям объяснять. Я понимаю, что они это и так знать должны, но все-таки. Но все равно плюс одно место, которое исправится, которое начнет все правильно делать. Народ будет приходить радоваться. Вроде мелочь, а приятно. Вообще, Что один человек что-то все равно меняется. Кто-то говорит, вы ничего не измените. Ну, все равно точечно меняем. А точечно, извини меня, это несколько домов. Люди будут ходить и смотреть.
Без опознавательных знаков. Надо тоже объяснить это людям. А вот это как понять, когда оно изготовлено? Какой у него срок годности? То же самое. Сейчас Да, покажу то же самое. этого, То же что самое, вот. А пока Артем там был, я им объяснял то, что я говорю, на хлеб возьмите эту бирочку, там что нужно, что это. Вот, пожалуйста. Пусть локально, но мы будем помогать. Пусть вот точечно, но мы объясним. Вы говорите, не меняются, вы уезжаете, никто ничего не делает. Вспомните Химки. Ведь к мяснику мы даже, когда к этому приехали, какой бы он там ни был, но он наклеил эти этикетки. Сейчас у Артема еще наш совместный один рейд выйдет. Там тоже увидите. Все переклеили, все исправили, все убрали, все. Потому что, идет процесс. чтобы мы вчера этого получили. Не получили, когда Накладной изготовлен. Накладной не дата изготовления не пишется. Коробка. Вы же в коробке получаете? коробка, Я подсказываю, говорю, коробочка хотя бы есть. На коробках бывают такие, коробка, большая, они потом фасуют вот в это. Вот, и на коробке бывает этикеточка, где все есть. Этого уже достаточно. Даже если вот есть коробка, все. Весовой поставили, чтобы этого уже срок. Вы обязаны клеить маркировку. Все. Ты сам подумал. По-хорошему здесь надо клеить маркировку. Мы молодые, да, мы можем это сделать. Друзья, есть закон. На хлебе тоже должна быть маркировка. Каждый день мы заказ делаем. И каждый день надо клеить. Либо не выставлять такой Я товар. рад, что так вот все не заканчивается. идут батоны, поставлю поменьше, заказ делают. На слово вам не обязаны покупатели верить. Покупатели должны смотреть на маркировку. Вы должны ее клеить, обязаны клеить на каждый Он правильно упакованный всё в отсутствие говорит. потребителя товар. Неважно, хлеб это получили вы вчера, сегодня, завтра. Везде должна быть маркировка. Закрывайтесь, занимайтесь магазином. Достал меня. Ничего себе. Зайдешь в туалет? О! Говорит Москва. Работают все радио. А мы пришли, замолчал. Мне потом это показали просто на телефоне, как это смешно выглядит. Ты понял? Он зашкурился, в телефоне навыеживался 1 на 1, 8 на 8 и 4 на 4 дал рот кватро. А сам все это время слушал на камеру, понял? Есть такие люди, да, которые любят или со стороны смотреть, или слушать. Да, их называют там кое-как. В комментариях обязательно напишите, пусть он почитает, как называют. Может быть, в следующий раз приедет, очень рад буду. Ребята, да вот, ерундой занимается, да вот, позор вам, позор. Позорище, честно, позор вам, просто позор, да вот. Фух. Позор вам, позор, да. Они не справятся, им вообще по барабану. Исправятся. Они как торговали. просто Нет ты, не справится. Я верю в людей, верю в людей. Вера моя не иссякнет. Будут торговать. Я верю. Ты видишь вот эти манипуляции? Женщина пытается на слезы давить. Нет, что подожди, у нее мы же сюда там приедем. трагедия, с ума. Да это понятное дело, сейчас. Мы тогда бы еще приехали, Да, сейчас. смотри, в конце Ничего он не сказал. справить. Надо было сейчас Подожди, проверять магазин, снимать просрочку, вызывать. Нет, Настя, подожди. Он пообещал. Он пообещал. Нам не составит труда приехать сюда еще раз. Обещания. Настюха, душа. Надо верить в людей. Я верю в слова. Я тоже верю в хорошее. Я тоже верю в людей, но Душит. Жестко. в них не верю. Да нет, он исправит. Нет. Посмотрим. Возвращение. Оп, камера, видишь, смотри, крутится. Смотри, кто просмотрел. Смотри на камеру, смотри. Нет. Он еще и крутящуюся камеру сделал. Не только который разговаривает, который сигнал принимает и отдает, а еще и он и крутить ей может. Гений. Смотри, Возвращение. смотри. А? Мне уже привет передали. Убрать? Не потом прийти? Вот как выглядели ребята, которым она не продала пиво при нас и сказала Ну, тут 100% нет никаких 18 лет, тут и не пахло. прийти потом. Если им 18 лет, большой вопрос. Убрать? Не потом прийти? Посмотри, пожалуйста. Меня спросили просто, почему у меня кассу завалили. А я вот хотел купить. Спрашиваю, а это что? Она говорит, да, я откуда знаю. Это какой-то порошок белый продается в магазине. Ни слова по-русски нет. Наталкивает на размышления. На какие тебя размышления наталкивает? Дурак неумный. Прекрати, пожалуйста, пенить. А то сейчас я позвоню. Очень интересная тема, то что весь товар по системе «Честный знак» продан. Продан в 2022 году. А как это возможно?
А я не знаю, как это возможно на самом деле, но меня это наталкивает на мысли, то, что, возможно, мы имеем дело с фальсификацией. А хотите прикол? А тут вообще никакой маркировки нет. Тут QR-код, который ведет на нельзяграмм. На секундочку, если это крупная партия, сейчас это уголовная статья. На hard.inst, что ли? Hard.inst, да, по-моему, там фотокарточки постоянно выходят новые. Не знаю, кто выкладывает. Я там, конечно, не сижу, потому что там нельзя сидеть. Да, нельзя. Да. Нет, я не такой. Хватит, да девушка, ты не С руками мне перед лицом не... иди ты, пошла. Как Колян. Иди, пожалуйста. Должанский. На табаке ни на одном нет Я, говорю, сейчас в глаза баллончиком себе. маркировки. Но это 100% с никотином. То есть это уже 100% нарушение. Вот это дата матрикс код, который должен быть. А здесь только QR-код. Состав никотин. Электронные сигареты Бам. тоже должны быть промаркированы. Просто, ребят, для вашего понимания, вот здесь сейчас выводится административная статья за реализацию товара такого без маркировки, не в особо крупном размере, и уголовная статья за реализацию товара без маркировки, либо... До 1 миллиона. Я не помню, как правильно формулировка, с фальсифицированной маркировкой. Это уже уголовная статья. За фальсификацию только уголовная статья. С поддельными кодами маркировки. Вот как правильно это называется. Потребление табака вредит вашему здоровью. А почему это здесь стоит? Да, конечно, это тоже не должно быть. Вопрос, почему с того раза половина табачной продукции, хотя мы указали на это сотрудникам полиции, так и осталось реализовываться в открытом виде. Ни на одной сосалки нет. Почему полицию мы вызывали? Ни на одной сосалки нет. Понимаешь? Вот молодец, вот это я говорю, никогда не надоест. Никогда не надоест, всегда вот что-то новенькое. Да, поехали дальше. По этому факту показывали, говорили, что... Опять то же самое, да? Опять, да. Опять, а вот было бы, да. Тряпкой надо закрыть, Ага. и все, а сюда можно выставить. Да, и экран за место камеры повесить один, и вот здесь второй. Да, и вот здесь тут стульчики поставить и смотреть футбол. Да, или волейбол, да, или хоккей, или настольный теннис, да, теннис настольный, да. Там что хочешь, там и киберспорт, и спорт, и все подряд можно смотреть на этих телевизорах, да. Надо свою открыть надо. Вот они все стоят. Могу. То есть положен большой этот. Штраф либо уголовка до 3 лет, по-моему. 3 Честно года. скажу, я сам только комментарии почитал по последнему видео и узнал об этой теме. Спасибо большое вам, ребят, комментаторы. Из того, что я понял, из того, что я прочитал, ситуация страшная. Подожди. Причем для директора магазина ситуация страшная. Комментарии пишут. Они говорят, они... Директор там, наверное, в куполе сидит. Договоримся. Не договоришься. Все тебе объясняют. Получается, они уже умнее меня. Имках не договорился. На правовую базу подписку оформили после твоего совета, Лех. А, это вот, который не реклама? Да. Когда я вот сказал, случайно. Да, это который мне, знаешь, потом- честный твой совет А был. мне потом, знаешь, что сказали? Что? на стримах? А сколько ты Артему заплатил? Я говорю, за что? За то, что просто перешел по ссылке внизу 500 в описании. рублей только за подписку. Да, Точнее, Артем то тебе есть заплатил. перешел по ссылке внизу в описании. Под этим видео. Якобы, да, я за это как бы получил от Артема денежные средства. Я говорю, я просто перешел и оформил подписку на замечательную правовую базу Бусти от Артема Вульфа. Я не знаю. Как он это делает? У меня уже рука потянулась, прикинь, в описании к ролику. Как это вообще? Я не понимаю. Ну, если честно, на Бусти я бы подписался, да. Не только на Артема, но и на наш. Вообще не реклама. Да, потому что там фильмы, кинофильмы, там это хроника вся идет. Там все фиксируется. Все, что на ВК Play Live есть, вот все, что в Телеграме. Да, тут все. Тайна Коко, тайна не Коко. Фильм, это, ну, все знают, что это за фильм, не знаю, куда название убежал, ну ладно. Фильм «Злое», «Злое зло». Уйти красиво, пришельцы, тут анима началось, тут все, тут идет просто, тут как из пушечки, понимаешь, тут миллион уже этих фильмов уже не пересмотреть. Да, это что? Это подъем настроения, это прекрасное времяпрепровождение, где в институте, в дороге, на работе, на учебе, с начальницей дурой сидит там тебе все, голову это сыктымит. Давай, поехали дальше. Да. Там еще эксклюзивное видео, кстати, есть. По номеру телефона также с таким. Давай сейчас, сколько там? Ребят, в общем, ссылочки в описании. Бусти для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Там эксклюзивные видео, которых нет и не будет на ютубе. Моя правовая база со всеми статьями и законами, которыми я пользуюсь. С пояснениями, с примерами применения, с рекомендациями и так далее. Уже просрочка подъезжает. Мажетель. А почему именно этот товар? Вот я вам так скажу. Вот случай из жизни, да, YouTube. Вот у меня один человек, я не могу его назвать знакомым, товарищем, бывший лучший друг в интернете. Вот он любил очень сильно и сейчас любит, просто это скрывает, мажетель.
А если он придет, вот так вот купит и отравится, это ж стримов не будет. И что будут делать эти 5-7 человек, которые привыкли его смотреть, которые привыкли, что их там банят, пенетрируют? Кто, вот скажите мне, а вот Можитель это вообще важный продукт, да, практически стратегический в Новосибирске. Приезжает в закрытый чат, где я общаюсь со спонсорами, отвечаю на вопросы. Закрытый и мы чат, прекрасно проводим время в ламповой Чат атмосфере. через И «Я», много кстати, другого пишется. эксклюзивного, полезного контента. Ссылочки в описании. Всех жду. А вот нарезка последнего эксклюзивного видео с Бусти. О, знакомые лица. О. Как с популярностью живется? Отлично. До сих пор на кассе работаешь. мужик. Это правильно. Больше агрессии такой нет у тебя? Жалко, что в камере есть. А что такое? Что бы ты сделал? Расскажи. Не, ну а что бы ты сделал, если бы камеры не было? Давай без камеры с тобой поговорим, это если этот, хочешь. который Вот без кидался. камеры я с тобой, давай. Хочешь, она отойдет? То, что ты здесь работаешь до сих пор, это уже ненормально. Ну ладно, тебя жизнь уже наказала. Это этот. Мы вернулись повторно в тот самый магазин, в котором были 1,5 года назад в костюме Деда Мороза. А здесь все как мы любим. Здесь Можетелька, моя любимая. И главное, ведь в системе пишут срок годности товара истек. Но есть ли у них эта система для проверки? Конечно же, скорее всего, нет. То же самое, партия сникерсов. До 30 апреля. Ребят, Сникерсы, мы только в тот раз сникерсы, говорили, что не должно быть сникерсы. товара без русской маркировки. Без Ага. маркировки на русском языке. И смотрите, сколько нового товара без русской маркировки. Это к тому, что, скорее всего, директору магазина глубоко срать на этот магазин. Я даже не удивлюсь, если этот магазин, возможно, по моим предположениям, используется чисто для отмывания денег. Как это работает, объяснять не буду. Но, собственно, опять же, Нет, надо объяснить в бусте, внизу в описании. на эту мысль натолкнули меня вы в комментариях под предыдущим видео из этого Я не магазина. наталкивал. На каких-то никаких Врет. содержащих товарах у них есть маркировка, на каких-то нет. Ребят, Врет. вообще ни на одной пачке Я ни на кого ни на нет что не наталкивал. честного знака. Это называется бинго. Это называется статья. Мороженое в холодильнике, заметь, появилось. В тот раз, не помнишь, все мороженое из холодильника убрали за холодильник, оно В пакет, в черный. Да. Там, говорит, нормально, оно стоит хорошее. таяло. Мороженое появилось. Это, скорее всего, вот из того разряда, когда вы покупаете мороженое, оно вот так вот палочка отдельно, мороженое отдельно потом. Сначала в тепле полежало, потом в холодильнике, потом опять в тепле, в холодильнике. Но, Нормально ребят, я к всё. тому, что в таких магазинах, когда покупаете какие-то товары, будьте очень внимательны. И не бойтесь отстаивать свои права. Если товар даже не просрочен, но некачественный по органолептическим свойствам, например, по запаху, по внешнему Каким? виду, по вкусу, нарушен состав упаковки, вы всегда можете потребовать возврата денежных средств. И продавец не имеет права, согласно 503 статье Гражданского кодекса, удерживать сумму, 54-й. на которую понизилась стоимость товара после полного или частичного его употребления. И вот на самом деле, Тём, очень грустно, что вот эти все сосалки, посмотри, это как получается? Сосалки. Они не зарегистрированы у нас? Да, Сейчас большое количество молодежи, подростков курят. постоянно я вижу новость. Постоянно вижу, сидят этот хер сатаны этот наяривают. Да, сам таким же был, да. Я все выкинул. Мне не надо все. Я понял, что это вообще. Все сразу выбросил. Да, сидят как инкубаторские это на этот. Да не пойдет такой. Новости, как кто-то отравился, у кого-то проблемы какие-то, у кого-то взорвалась Настюха, да-да-да, максимально надрачивает. в руках-то сосалка. А И в ногах. Вот мы видим, вот где Вот. покупаются эти самые, которые Вот. взрываются и так далее. Вот оно все не Вот зарегистрировано. оно, да. И ага. оно все на видном месте. Вот прям покупаешь кассу, и вот они все эти сосалки перед лицом. Тоже ничего нет, ты прикинь. Закрывать такое надо. Конечно, я не знаю, как такие магазины работают. У него просто уголовная статья тут, возможно, в магазине. А я думаю, крупный размер сейчас наберется, если все здесь проверять. А магазин работает. М? Да, он сказал, давай 1 на 1 и так далее. Надо найти общий язык, он мог бы приехать, извиниться и также вскрыть, как вы, и все. И мы бы ушли так же, как от вас ушли. Главное оставаться с людьми всегда. Вот опять же, Настя почему говорила, почему вы там ушли так спокойно? Там хотя бы я увидел человеческое отношение. Там я увидел понял. просветы, что, возможно, нас услышат, да, лучик. Нет лучика, потому что они уже знают. Они в прошлый раз закрыли, у них тактика, ты посмотри, они какие хитрые. Какое нахер буррито? Нет, Они в прошлый раз сейчас, они дверь они в прошлый раз закрыли дверь. В прошлый раз, да, согласен. Сейчас они уже посмотрели видео, они уже примерно Сейчас это другое, не спорю. понимают, как не нужно знает, вести. кстати, этого Знает хозяина. он все, он Не много знаю. чего Нет, говорит. я ему верю. Смотри, чтобы не сказали, что я откуда-то взял, вот прям на кассе стоит. Ага. Вот на этих я вижу есть, а вот на этих нет. А Она на этих нет. спрятала. То, что в первый раз мы нашли перед тем, как пошли в тот магазин, когда нас позвал наш активист, она это спрятала. То есть она думала, у нее тут 2 позиции, она их спрятала и все. А вот это все 2 позиции, сейчас увидишь, она сколько. не заметила, видимо. 2, 102. Пацанов жалко, да, что
просто выгнали детишек. До этого молодых ребят, короче, ну, сказала, давай. От деда. Может, они здоровее будут, что тут не закупились, понимаешь? Часто действия, которые нам кажутся негативными для нас, в итоге оказываются положительными, и через год вспоминаем их, когда думаем, блин, как хорошо. Элементарно, был ковид, закрыли все фитнес-клубы, я остался без работы, мы выживали на 500 рублей раз в 3 дня. Но благодаря этому у меня появилось больше свободного времени, я начал развивать YouTube-канал именно во время ковида. Я надеюсь, про развитие не надо ничего сейчас говорить. Выстрелил YouTube-канал. Если бы не было ковида, я бы работал тренером, и А когда уже выстрелит еще один YouTube-канал? Я жду, мы все ждем. этих видео просто не было бы. И вот эти ребята, которые нас смотрят, спасибо вам большое, ребят, за поддержку, не смотрели бы нас сейчас и не писали прекрасные комментарии в поддержку. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Ну, практически все. Понятно, что есть какие-то вещи, которые ну никак ты не обоснуешь. Судя по тому, что один на другого стоит плюет, Хорошие ребята. мне кажется, их не просто так выпустить. На самом деле, ребят, почему я начал с сигарет? Вы и так писали в комментариях в моем телеграм-канале, ссылочка на который есть в описании, а также вот здесь QR-код на экране вы видите. Да. У нас есть чат. О! И вы уже скидывали мне фотографии, Чат. что в этом магазине опять реализуются просроченные товары. Поэтому я был уже уверен, что просрочка есть, а вот табак, в этом я не был вот. уверен. Но, как оказалось, ваши комментарии подтвердились. О! О! Здравствуйте. Здравствуйте. Дежурный часть. Здравствуйте. Вы кто? Дежурный часть прибрежный отдел полиции, капитан Легавый. Капитан Легавый? Да. Было ли у Христа чувство юмора? Скажите, пожалуйста, а как так получилось? Анекдот вспомнил. Поехали дальше. Так. Получается, что мы в тот раз писали заявление по факту реализации никотиносодержащей продукции в открытом виде. И сейчас мы приходим, и вот это все опять Тихо! стоит здесь. Тихо, говорю! Это что это такое тут? Началось! Ну-ка, тихо! Осуждаю весь чат! Отставить тут эти шутки! Писали. Заявление в отдел полиции ваш. Куда? Ваш отдел полиции у сотрудников. Ну что это такое? Я вас сейчас Ютубу покажу. Это чего это такое? Это что это такое вот это вот? Вопиющий случай, абсолютно вопию. Осуждаем. Вот на Ютубе, ребята, у меня не такие, да, не так смеются, да. Там вообще другие, там совсем другие, да. Там что не стрим, то песня какая-то. Полиции, которые приезжали сюда. Куда? Левобережный отдел полиции? Да, да, вашим сотрудникам. Здесь был майор и старший лейтенант. Я не знаю. Я дежурный часть не принимаю заявление. Вы только принимаете заявление? Да. А где участковый по этому району? На участке у себя. Ну, это же его участок. Ну, я дежурный часть. Еще раз вызвали, я вот приехал. Значит, я вам буду задавать вопросы, если здесь нет участкового. Почему продукция без маркировки реализуется? Это уголовная статья. Я вам открою секрет. Это уголовная статья. Продукция реализуется без маркировки «Честный знак». Это все сейчас надо изымать, всю никотиносодержащую продукцию, на которой нет маркировки. 171.1 УК РФ. До 3 лет лишения свободы. И вот эта женщина материлась, выражала явное неуважение к обществу, у нас есть на видео. Я ничего не говорила. Они сами Забирать надо в отдел и оформлять. Я просто сказала, надоели уже, все. Только другими словами. Другими словами немножко. Ну это же не это. Конечно, нет. Я вашего так не обозвала же. Разрушаете все, заходите. Хорошо, мы все разрушаем, все заходим. Протокол осмотра, заявление и изымать. Здесь были опять все, одна просрочка. Когда были? Месяц назад и в ваш отдел полиции писали заявление. Да, 05-го. Наш 6-й месяц. Недавно, 26.05. Говорю, 26.05? Нет, он срок годности читает. Вы что сейчас делаете? Кого позвать? Отлично. Там есть наклейки. Где наклейки? Надо было клеить. Вчера. А, есть наклейки, надо было клеить. Я понял. Мне интересно, сегодня директор приедет или опять испугается? Директор доиграется, можете так ему и передать. Если он так будет разговаривать, общаться, моего лицо будет везде в интернете. А дайте уголок потребителя. А, ну можно, да, можно так сделать. А, это он? Да, это он. Николай Юрьевич, который с нами так общался? Я не знаю, кто с нами общался. Нет, с нами общался друг. Не-не-не-не-не-не-не. Это они повесили на этого, я понял. На торпеду, короче, повесили магазин. Я понял. А кто с нами общался, я думаю, что... Это Ну, на кого-то. Ну, они- Я стандартная смотрю, на схема. кого оформлен магазин. Да, к нему вопросы все будут. Из-за вот этого вот бойца ММА. В тот раз сказали, возьмите вот туда, повесите на стену. Мы сюда будем к вам приезжать постоянно. Вы совесть порядок наведете. Выбора здесь другого нет. Опять здесь супер душно. Надо дверь открыть. Олег, открой дверь и подопри ее углем.
Кондиционер работает. Кондиционер на 20-ку не справляется. Очень много. Поэтому надо открыть дверь и подпереть углем. Нет, Олег. сломается кондиционер. Хорошо, оплатим, значит. Напишите заявление по данному факту, мы оплатим его в судебном порядке. Можете выключить кондиционер, он не справляется. Я не перетащу уголь. Извини. Вот, пожалуйста. Я не перетащу уголь. Сложные действия надо. Мы сейчас все тут задохнемся. Хоть свежий воздух пошел. Олег, ну ты чё, родной? Ты чё это, начинаешь пенить? Ну вы достали людей травить. Достали вести себя похабно. Кто-нибудь пожаловал, что... Да, конечно, посмотрите отзывы на картах. И все станет У понятно. вас 8-й дом, у нас и там есть, и этот тоже. А жалуются на ваш магазин. Именно на ваш. Нет, просто путаете, приходят. Они убегают, мы открыто... То есть у вас хорошо, а у них У плохо? вас хорошо в магазине, вот этой просрочки все нет. Вот этого товара без маркировки нет. Я это не верю, вот надо смотреть. Вы это не что верите? без Замечательно. маркировки у нас ничего не было. Вот именно сигарет мы покупаем... Разговаривать нужно нормально, научиться с людьми. Мы не враги. Я Если вас вы не понимаю. поняли. Вот, я видела Я вас этот не раз. понимаю. А Не вы понимаю пришли я и вас. вот так делать, что Понимаю. людей Просто нет, скажите. нерв. Да, есть Да. просрочка, мы это Да, я утилизируем. понимаю. Вот вы сказали, бы, мы Зачем убрали бы. руки Мы тянуть? каждый раз убираем. Вот, Зачем вы не кидаетесь успеваем, на людей? понимаешь? Вот мне я не просто накидываюсь, объясните. просто... Характер вот, свой вам показать. хорошо, что вот так, если вас кто-то за вами Снимите вот ходит, эту бегает. камеру. Мне не нравится она. Ну, Это я не- это другое. Ну, конечно. Вы же Вы потом снимите во всем ходите, магазине мне просто камеру. не нравится. Вы как Закон потом клоун есть. себя делаете. Закон есть. Всякие это делаете. Что делаете? Для хайпа. Я видела Какого вас, хайпа? я брала вот эти, а вот Просрочку эти не тоже можете хайпают. цеплять. Я Ну, с правой стороны убираю, откуда мы не двинуть, успеваем успеваем. каждый раз. Вроде бы И тут Остапа понесло. Плотина прорвалась. Леха 2-0 вышел. Просрочка товар, правильно? Вы вообще не поняли, что я вам сказал. Пенная вечеринка. Это не просроченный Хватит товар. это терпеть! Товар без маркировки. Никотиносодержащая продукция без маркировки. Получается табачное производство, да? Это, то есть... Но Никотин... в этом выпуске, если Артем не вырезал, выйдет новая личность. Есть Леха 2.0, да, вы его все знаете, любите, время от времени его ждете, вызываете, да, даже в комментариях там очень часто, да. А здесь может быть личность, сейчас увидите, сейчас, если Артем не вырезал. Никотиносодержащая продукция. Я всегда вас смотрел. Я вас смотрю вообще 2-3 года назад. Я у вас постоянно смотрела. Кого? Вот это вот. Не 3.0, нет, сейчас покажу. И этого человека. Как его Это зовут? и- Если вы это 3 года смотрели, как его зовут? Артем был. Так. Вов. А вот этот человек игры снимает. Без Я его маркировки. тоже всегда смотрю. Ну, а как вы так себя ведете? Ну, зачем? Ну, не Ну, вы же знаю. женщина. Ну, вы же красивая женщина. Ну, Личность романтическая, значит, я ее называю. Она вышла. Смотри, а? Ну, ребята, ну что, да что там говорить, а? Ну согласись. Почувствовал, нет? Нет, ну а как? Ну? Романтик, да, романтик. Обязательно оцените романтика лайком, да. Но вы же, щечки порозовели, сразу добро полилось. Добро пошло в массы, а? Ну, согласись. Ну, что ты? Зачем вы себя так Нет, ведете? просто... Зачем? Вы мне тот Просто раз, вот вы мне объясните. помните? Ну. Когда первый раз снимали, вы мне так, вот так, я же на нервы, я тогда мне обидно было. действительно. Знаете, как Вот это все стоит, то, что вот за женщиной. Это тоже без маркировки. Я нитки не держу, Вот ей просто сейчас так- скажи, она тут все с магазина вынесет. Вместе с просрочкой совсем. Ой, вообще все вынесется. И сейчас скажи, вот на край света с тобой пойдет, да? Выкинет весь магазин этот с тухляком и все. А? Казанова. Давайте называть Казанова, да. Казанова! Леонтьев. Не-не, Казанова, да-да-да. Давайте Казанова вызывать. Я его время от времени буду вызывать. Очень мне понравилась личность. Ой, очень мне. Я такое люблю. Я люблю, знаешь, когда неожиданно что-то вот говоришь женщинам, вот они устают тоже, все тоже за прилавком целый день с этими, с Патау, да,
общаются вот. А тут раз что-нибудь сказал неожиданно. Ну, у меня тоже уже нет. Ну, молоко я тебе не продал. Я сказала, это просрочено, я беру другой, возьми, пожалуйста. Это так не работает, он мог попробовать отравиться до покупки. Нет, я всегда вот что-то продаю, я всегда смотрю. Он мог попробовать до покупки, он мог взять из холодильника, попробовать. Уже и не важно, что там упало, что там разбилось, да что там говорить, а, господи. Не смог. У нас никто не так не делает. Ну так может делать. Дети так в первую очередь делают. Нет, ходят, но Ну вот, например, мамочка ходит по магазину, и ребенок говорит, я хочу сейчас. Я хочу. Ну я вот сейчас хочу. Я хочу, Но да, не возьмут и хочу. выпьют. Хочу, я бы так сказал в детстве, я хочу. Мне сказали, знаешь, что ты... Улетел. Да, в космос. И хочу. Хочет он. Посмотри на него. Щекастый сидит он в чате. То есть не должно быть на Хочет. прилавках такого. Хочу. Надо убирать. Проданный по системе честный знак. Чистый знак? Честный. Вот тряпку вот отсюда. Интересно, что там на заднем плане творится. Там какие-то тряпки уже полетели. Товар продан 20. Надо, короче, знаешь чего? Я тебе сейчас расскажу. Надо, короче, взять, побрить бороду, немножко еще всхуднуть килограммчиков на 5, я думаю, одеть белую рубашку, значит, и усы оставить, усы обязательно. Причем, знаешь, какие вот так вот они идут вот так раз, и вот здесь такие вот висят. Или можно загнуть, понял, нет? Вот это я понимаю. В июне 22 года. Ну, повторно, что ли? Я не знаю, пусть органы разбираются. Она нас вот, видишь, игры мои смотрит, да? Но я смотрю, я его Ну, тоже раньше ну, а чё так? любила, все смотрела. Сказал бы, ребят, здравствуйте. Как я вас рада видеть. Хоть бы раз так сказали. Че, просрочку нашу? Давай уберу. Ну, Мне просто в телеграме у меня так страшно все сделали. Я тот день сутками работала здесь. Потом здесь у меня этот товар был, я все переставила, пришел, вы пришли снимать. Я такая чуханная была. И все ну сняли. сейчас зато красивая, чё? И потом мне это обидно было. Еще мне такие смс-ку написали. Я это, слушай, чуть ли мне это сердце не Кто написал хватило. такую смс-ку? Ну, который я читал, комментарии, у меня чуть ли до тут. Нервный случай. Я когда он первый раз заходил, я его Целевая наша пошла. узнал, я ей говорил, но все равно как-то это... Извините, если как вот... Если я тебе это... Все хорошо. Честно сказать, когда вот на Телеграм вытащили, я увидела, честно сказать, я 2 дня болела. Мне вот засыпаем, у меня опять вот эти... Ну что, Леша, что? Что? Девочки запереживали все в чате, запереживали, солнышки мои. Я никому, вас ни на кого не... Как говорится? Короче, ты поняла. Я с вами и с ними. Что? Ну что? Я вообще считаю, что в этом мире женщинам не хватает внимания, любви, ласки. Да. И мужчины бородатов с именем Алексей. Что? Ну что? Ну настроение нельзя человеку поднять. Я же вам еще раз говорю, я везде, вон в палатку, в магазин могу в 10-очку зайти. Куда пристраиваешься-то? Вот сразу пристраиваешься. Мысли вот эти вот свои в эту, себе в дырочку в эту засунь. Никуда я не пристраиваюсь. Если, вот что это за стереотип? Если мужчина улыбается, понимаешь, он, ну я искренне, ну мне хочется, ну только неожиданно это надо делать. Не надо, когда там стоять там 3 часа, ляс точить. У меня нет времени, у меня все же расписано, все по... Часы где-то забыл. По графику все расписано, понимаешь? Мне Сабиночка звонит, говорит, так, все, пойдем. Вот, у меня нет времени на все вот эти вот, как ты любишь, вот это. Oh, every time I Monday, I see you, see you, на. Нету у меня на это времени, на все. Только сразу, раз, все, чики-брики, чик-чирик. 5 минут и побежали. Не надо мне сейчас, да, ха-ха, хи-хи, сидит. Вот. Зашел, настроение поднял. Почему нет? Почему нет? Почему все серьезными рожами своими ходят? Ну, возьмите хорошие друг другу, скажите. Ну, поржите вы как кони хоть раз. Ходят весь день нахмуренные все. Ну, я вот такой вот. И что? И что? Люблю я, ну нравится мне женщина. Ну что? Что в этом плохого?
которые пишут, вот эти вышли. Я говорю, что я чуть не хотела повесить, честно сказать. Да вы что такую глупость говорите? Ну, это вообще, ну вы что? Нет, ни в коем случае, конечно. Ну это же глупости. У них по-любому нас... Ну, видишь, вот расстроилась. Ну, на эмоциях. Чего? Ну, вот на эмоциях. Ну, а ты говоришь. Ну, натворила делов, ну, надо с людьми, надо подход находить. Неважно чего, кто там, ну, натворила, ну, наговорила, пальцами потыкала, покидалась. Ну, сон жалко. Ну, я не знаю, мне сон людей жалко. Сон начинают, когда вот это вот чудить. Довел. Почему я-то довел? Довел. Она сама рассказывала, просто подрезали. На складе лежит, надо проверить. Я пожалел. Это не единственное, что здесь указано. Ну вот, маленькие детки бегают, пишут. Разве нормальный умный человек будет такой писать какие-то гадости? Кому это надо? 2 дня не спала, не кушала. Я думала, все, у меня нервы несут. Еще в подсобке есть этот табак? Потому что сейчас пойдут, будут искать все это. Если есть, просто вынести, их сразу посчитают. А вот эти? Вот эти вещи. Вот ты говоришь, да, вот это Рин сидит в чате. Зато смотри, я ей просто сказал, я говорю, вынеси, пожалуйста, чтобы там не рылся сотрудник, с ума там не сходил по твоим этим полкам. Она говорит, конечно, сейчас я все вынесу, всех сдам. Вот, пожалуйста. Вот несет целую. По пачку целую. Да, этот потом, который чирикал, кукарекал, он ей знаешь, как благодарен будет. 100%, да, 100%. Очень будет благодарен. Там добро потом польется. Чем больше вынесет пачек, тем лучше. До 1 миллиона рублей штраф сразу. Да, за каждую. Ну что? О, это все, что есть? Да. Я и верю. Ребят, просто для вашего понимания запрещена не только реализация, не только сбыт и производство, но запрещено и хранение продукции никотиносодержащей без маркировки. То есть даже то, что они хранят банки вилл какие жесткие. у себя, это тоже нарушение. А вот как, вот смотрите, вот сигарета у вас сзади, вот можете взять, посмотреть. Вот такой вот дата матрикс код должен быть. Можно проверить то, что это не подделка. Можете просто просрочку начать вскрывать. Просто вскройте. Блин, у нас в команде все заболели, но я один держусь. Это с соплями. Хожу, шмыгаю, но ничего, я держусь. Я эти витамины, лимоны, клюквенный какой-то банку. Заказал банку тертой клюквы, как засандолил. На ночь, понял, с водой засандолил, полбанки выпил. Всю ночь лежал, чесался, зато про кашель забыл. Пупырышками какими-то покрылся. Ничего, нормально, мочалкой потер, все хорошо. Зато не заболел. Что? Ну, пол лимона туда выжил, там, наверное, витамина С такая была доля. Просто дубануло так. Ну и организм сказал, ты дурак, нет. Нормально, нет человека. Вот здесь вот. Все утилизируется. Лех, за 150 тысяч лайков пойдешь на день кассиром? Хотя бы на день, ну вдруг понравится. Кигра, да ты думаешь, я что, всю жизнь у этой Сиси сидел и кормился? Я с 13 лет, я же рассказывал, я горжусь этим. Вот я ж притараканю это, мне надо трудовую книжку свою найти. У меня все там записано, все прописано. Я с 13 лет разнорабочим. У бабули на площади в Клину церковь, там храм строился. Я эти кирпичи в тачаночке таскал, ничего, к бабуле бегал, хавал. Нормально. В Согласии в центре, где реабилитация детишек, там какие-то тряпки, что-то какие-то носки, трусы там разбирали. Ничего, нормально, все живы, все здоровы. Ничего, ну да, хорошее дело делали. 4, что ли, тысячи платили в месяц. Ну что, по тем деньгам нормально, но мне лет-то было. На заправке 2 года оттарабанил. В охране, там, в такси, где только не работает. Ты думаешь, мне кассиром, что ли? Лень, меня кассиром, кстати, меня не взяли. Я, когда заправщиком пошел, я хотел на кассу. Мне сказали, у вас внешность красивый, короче, можно за кассу идти. Я не знаю, а мне нравилось с людьми всегда общаться. Что такого-то? Что, ну и что? Ну парень, ну кассир. Работать вообще не западло. Нет понятия то, что плохой работа или там не мужская работа, не это. Дома сидеть, понимаешь? Мам, дай денег, дай мне с пацанами погулять. Блять, зараза. Вот это западло. Это всегда какая-то копейка должна быть в кармане.
И в институт, за институт там, за экзамены где-то что-то там не сдал, еще что-то. И погулять, и отдохнуть, и машину заправить. Че? Я не знаю, я никогда не парился на эту тему. Вот. Не знаю, ты хоть дворником. Но ты скажи с утра, вот человек идет, я бы сказал, доброе утро. Представляешь, неожиданно сказать человеку доброе утро. Он потом полдня будет идти думать, кто такой, кто доброе утро ему сказал. А вот так вот. А можно, понимаешь? Можно. Надо все равно, я говорю, кто бы что ни говорил. Все мы люди, все херней творим. И ошибаемся, и ошибки делаем, и всякие дичь всякую творим. Ну, надо добрее быть. Добрее. С годами, я не знаю, у меня это чем дальше, тем все больше и больше. Я не знаю, я вот мимо, поломалась машина, мимо не проезжаю. Ну, мотоциклисты, понятно, я всегда останавливаюсь. Вот машина вот на платке, вон мы съезжали, прям только сразу нас ездил. Оп, стоит, сломался. И ничего, я говорю, ну что ты? Он говорит, да все, уже эвакуатор вызвал, все. Постояли, пообщались. Я понять не имею, кто это. Просто какой-то чувак с Москвы, не знаю. Он говорит, в Тверь поехал, машина, говорит, все, я не знаю, говорит, машина заглохла и все, задрыгалась, задергалась, стала. Я говорю, вода есть, еда, вода. Он стоит, улыбается, он говорит, да все нормально, сейчас, говорит, он приедет, говорит, все есть, все хорошо. Я так глянул, ни детишек, никого нет. Я говорю, ну и ладно. А у меня бутылочка водички была, я подкинул. Чего? Стратегический, да, запас. Так что как-то так. Ну, надо, все мимо проезжают, надо как-то это, понимаешь, это вот как на севере. Вот на севере в Мурманске жили-то все друг другу помогали. Я не знаю, не помню, там, по-моему, был момент, когда и дверь-то, я и уходил в школу-то, и дверь-то не закрывал. А что брать-то было? Что, телевизор один старый, ламповый? И ничего, и нормально, и хорошо все. А сразу все как? Скрываете, убираете и все. Сейчас вопрос с сигаретами. Уже вопрос не к женщине, не к просрочке, а к сигаретам. Поскольку здесь есть состав уголовной статьи. Тем более, когда действительно это происходит, что постоянно новости в интернете, что взорвалась у кого-то в зубах и так далее. С отравлением лег в больницу. На самом деле, я бы на вашем месте сейчас просто извинился перед людьми, которых вы толкали и обзывали некрасиво. И все. Просто обидно было, действительно. Честно сказать, обидно. Я 2 дня почти ни с кем не разговаривала, думаю, даже вот что-то кушаю, я это уже чувствую. Я сама это как-то в себе вот внутри лежу и постоянно вот так. И плачу, хожу, плачу. Ну, отреагировали бы адекватно, да и все, сказали бы, ребят, блин, неправы, не заметили. Тёмыч тоже, вот многие на него гонят, он тоже очень адекватно говорит. Просто я не могу, я когда долго... Я вижу, что человек там расстраивается там и понимает то, что да, он там какую-то ерунду сделал. Я не могу долго вообще злиться. Порой где-нибудь поругаешься с кем-нибудь, так разострешься, мама, не горюй, там, знаешь, редко, конечно, крайне редко такое бывает. Последние там, наверное, 3-4 года вообще я как-то, не знаю, у меня и нету нигде ни с кем и особо и ругаться-то. Там в магазинах, еще где-то. Что-то как-то всегда отходишь от всех этих проблем. Кто-то что-то там сказал, да, типа и пофиг. Но это после на Афон поездки, после Греции, вот это вот, куда мы съездили, как-то я вообще стал на все забивать. Вот, не знаю, как-то всегда стараешься все равно навстречу пойти. Надо прощать, надо уметь прощать. Метила. Все, давайте я все уберу, и все. И мы бы ушли через 5 минут. Меня уже пугать, вон все камеры зашли уже. Да разве камера это пугать? Мы же не с пистолетом зашли. Если что, Ну, я думаю, девушка осознала и извинилась, заявление не... Если что, извините. Все, ты был молод, речь не об этом, типа, ну, западло или нет, понял. Послушай, можешь ли сейчас, вот как сейчас, пойти за лайки в магазин отработать? В чем проблема-то? Давай. У тебя есть магазин? Пойдем. Но я только с кассы, я не шарю. Я за кассой-то я ни разу не стоял. У меня ни обучения, ничего нет. За кассой, куда там какие кнопки нажимать? Сейчас тем более кассы-то все новые. А так могу, если за идею протопите, да и в чем проблема-то? Очень интересно. В такси вот давно хотели попробовать, тоже день в такси. А что? По-моему, очень интересно. Писать не будем. Я не буду, да, то я тоже. Я тоже не буду писать заявление. Более подписчица. Главное... Нет, мне пофиг, подписчица, не подписчица. Главное, что человек нас услышал. Все, мне этого достаточно. Я не Решите предложение. Я понимаю, вы хотите крови, жесть, чтобы я написал как можно больше заявлений, чтобы кого-то посадили и так далее. У меня нет такой цели. У меня есть цель очистить магазины и донести, главное, донести до людей, что не надо вести себя по отношению к покупателям, к незнакомым людям. Ого! Вероника дарит подписки. Девочка уже подписки в чате людям дарит. Ничего себе. Вот это уважаемо. Агрессивно, по-хамски.
оскорблять их и так далее. Поэтому, я думаю, заявление мы сегодня писать не будем. И в камерах нет ничего плохого. На девушку. Да. А вот на магазин, который реализует, А вот на... это 100%. Печенье вот недавно заказали, уже смотришь, через месяц он срок проходит. И мы убираем обратно вот так. Не успеваем. Я не знаю, мне кажется, она хорошая. Она с ней заболтать, поржать, посидеть. Милое дело. Есть такие люди, знаешь, угарные, да-да-да. Что-то там рассказывают, что-то за какое-то печенье, еще за что-то. Настроение поднимает. А вот йогурт. Как из мультика. Она кого-то мне из мультика напоминает. Не помню кого, какую-то мышку какую-то. Сюда что-то рассказывает, что-то там трахтит. Стоишь, слушаешь, угораешь. Какая-то все камерой ворочает. Гадость. 12 дней. Тоже не успеваем. Забываем убирать и все. А в игры вы какие играете, говорите? В игры какие вы играете? Я смотрю, да. А то есть прекрасная игра, в которую можно очень легко научиться играть, там вообще не сложно. PUBG? Папка играет, кстати. Старый. Давайте вытаскиваем. Честно сказать, его уже давно. Его давайте вытаскиваем все тоже. Его никто не покупал. Сразу вычистим. Ну вот, я почему-то не поняла. Сотрудник стоял, столько это все считал. Поштучно. С названиями. Все это с бумажками. Все как положено. На самом деле сотрудник молодец. Я не знаю, он зашел, он немножко напрягся. Напряженный. Такой он, знаешь, типа, ну, наверное, первый раз он так попал на блогеров, там, на все остальное. А потом все, я им там где-то даже что-то помогал, там пакет подержать, там посчитать, еще что-то там, я так краем это, там стояли, как-то он говорит, да я не шарю за эти вейпы, не вейпы, он говорит, я ничего не понимаю в этом, типа, я говорю, да я сам хрен его знает, я говорю, ну я одно название знаю, а там какие-то вообще непонятные, вот, и ничего, посчитал, все запаковал, все как положено сделал, молодец. 11. Нет, вообще ничего. Должна быть русская. Смотрите, вот видите, вот есть что-то хотя бы на русском языке. Нам этот начальник клейку приносил, я... Забыла? Наверное, от этого. Есть? Да, она реально есть. Вот они, мармелад китайский. Да, Это вы просто... О, наклейки нашли. Оказывается, наклейки-то есть, просто завтыкали, не присобачили. не наклеили. Да. По-любому вот они и на чипсы, на все есть. Мне интересно, они есть там, когда произведено с Мариной упаковки? Ну, ты представляешь, как вот так на китайском найти? Ну вот. Стой, не, подожди, вот дата производства. Все, они свежие. А как кто знает, дата производства это, либо дата этого, либо дата того. Хотя если там написано, смотри на упаковке дата производства, тогда понятно, тогда может быть. Возьмите, наклейте просто наклейки. Только не заклеивайте дату. Главное, видишь, все нашлось. Все есть. Было бы желание. Вот, а вы говорите, вот, пожалуйста. И знания, что куда. Да. Блин, а с этим я что-то устался, где в телеге кто-то инсайт этот выложил, где мы оговорились, я что-то вообще поржал. Я писал, YouTube аудитория может не все оценить такое. Не все поймут. Фрагмент, о котором идет речь, уже доступен. Да. Ну, Тёмыча, вы все в слышали. телеграм-канале по ссылке в описании. Либо по QR-коду, который вы видите на своих экранах. И да, многие забавные и смешные моменты вырезаются, добавляются только в телеграм-канал. Безусловно, потому что на ютубе это не формат немножко такой добавлять. Когда мы ошиблись, как бы, и получилось настолько смешно. Бывают ляпы, там, знаешь, что-нибудь оговорился, там, сказал, потом такой походил, подумал, думаешь, что сказал? Чуть что это такое? Ну, блин, настолько глупо получилось, что я просто залил это в телегу. Я бы на вашем месте пока убрал всю никотиносодержащую продукцию с Чтобы витрины. потом не знаете, вот эти, да. Все никотиносодержащие продукты не Но, должны... между прочим, когда уже все хорошо, я нашла себе мужа, его зовут Влад, у него есть собака, мы скоро идем в ЗАГС. Пожалуйста, я-то что, против, что ли? Идите, конечно, только не забывайте, что есть налог. Налог на каждую, так скажем, сотрудницу. Вот, плюс вы директор целого проекта, извини меня. Вот, поэтому нужно сначала отпроситься. Я не против, я за, но, пожалуйста, в свои выходные. А у вас выходные тогда, когда у меня выходные. А у меня выходных нет. Все. Ну что? У вас в договоре, в трудовом это прописано. Я же не выдумываю. Должны лежать в открытом виде. Накрыть просто трикол. Просто любите работать. И все. Вы понимаете, что некрасиво будет смотреться, если накроют. Поэтому они продают так. А на это нужны деньги. Поэтому просто продается вот так вот все в открытом виде с нарушениями. Это все надо убирать, да. На них есть маркировка, но они не должны продаваться в открытом виде. Я проверил всю никотиносодержащую продукцию, которая здесь есть. Все, что
было обнаружено без маркировки, либо с маркировкой, по которой товар уже ранее был продан, возможно, есть факт фальсификации, я этого не знаю. Сотрудник полиции сейчас составил протокол осмотра, вписал в протокол осмотра всю эту продукцию и изымает. Извините, если я вас всех обидела. Нормально. Ну вот как мне на нее после этих слов злиться? Ну как? Ну скажи мне, вот как ну как вот можно потом что-то в себе где-то там держать, или обиды какие-то, или еще что-то? Ну что это? Ну нельзя же. Вот. Я не знаю, я ни на кого и не злился, и не... Слушай, мне очень интересно, на какую сумму здесь вот продукция сейчас изымается сотрудником? Мне... Ну, где-то, мне кажется, на 150. Даже продавец говорит, что... Ну, вообще намного изъяли, потому что там одна какая-то соска стоила по 1000, по 1200, что ли, рублей, по 800 рублей. Там такое их количество, ну, на самом деле, там целые коробки. А в коробке, в большой, в блоке еще куча коробочек. Так что, ну, там нормально, реально. Что на 100 плюс 1000 сейчас изымается товара. Может, он после этого хотя бы поймет, понимаешь? Видишь, вот эти дорогие. Он же, понимаешь, он сейчас купит это еще раз. И то же самое все будет. Пока он не исправит, пока он не начнет работать по закону, ничего не изменится. Я вижу цены по 1000 рублей каждая стоит. Конечно. Изъяли коробками, понимаешь? 80 штук только вот этих по 1000 изъяли. Ну, это уже 80 тысяч, больше. Да. Поэтому, может, если человек не понимает словами, когда ему объясняешь, если человек не понимает, когда видео про его... 80 штук по 1000, это уже 80 тысяч только одного вида. А их там видов немерено. Магазин выходит, и люди ему говорят, народ ему говорит, может, он хотя бы когда потеряет деньги, он поймет. Что самое Понимаешь? Секунду, можно говорю? Одно дело, он просрочку в тот раз, да? Изъяли сотрудники просрочку, он потерял просрочку. Но она не имеет и ценности. А вот это, я уверен, по его, по крайней мере, это уже ценность имеет. И там в просрочке Молчит. Камера крутится, только молчит. явно было меньше денег, чем вот сейчас в сигаретах, во всех этих сосалках. Парадокс, да. А, это в тот раз на 10 тысяч для магазина это... Это смешно. Да, на 5-10 тысяч тогда изъяли просрочки, сейчас изымают на 100 плюс тысяч. И самое главное, знаешь, что самое обидное? То, что он дальше продолжает так себя вести. Ну, смотри, он второй раз не приехал. О чем это говорит? В тот раз он тоже, я подъезжаю, потом резко развернулся. Он боится. И мне кажется, он от страха, от своей трусости, он просто прикрывается агрессией вот этой. Один на один. Я говорю, вот приезжай, я один на один с тобой без камеры выйду. Да нет, ты не можешь. И все, и сливается человек. Человек сказал, и тут же переобувается в моменте. Там что, угоняешь? Это вот то, что она убрала. Надо закрыть это чем-то сейчас. Тот день, когда вы приходили обе, пусть бедные люди за хлебом, за везде они на 2 дня закрылись, и у нас ажиотаж начал. 2 дня их не было. Я в шоке была. Чего они... Прикинь, испугались, на 2 дня магазин закрыли. Когда мы первый раз приезжали, на 2 дня, говорит, забаррикадировались. Я не знаю, боятся, наверное, так. Теперь вы здесь пишите. Устное заявление. Протокол принятия. Устное? Конечно. Я думал, может, вы своей рукой хотите. Желанием не горю. Почему? Нет такого желания, потому что... А если не было бы устного заявления? Значит, мы бы ждали. Тогда бы ты пошел за бланком. Или привезли бы с отдела. А если бы вот этого я как-то вот это вот пропустил. Какую-то ерунду он под конец начал. А если бы это, а почему вы не хотите писать? Потому что имею на это право. Потому что в законе прописано, который ты должен знать. Почему, а почему, не почему. А где головной убор? А почему без него? Почему зашел без него? Почему двигаешься без него? Почему не полная форма одежды? А? Ждали, пока вам подвезут. Почему? Это же ваша проблема, не мои, что его нет. Нет, ну видите, у меня все есть. Замечательно. Так и должно быть. Я не знаю, вылезает что ли из них что-то и время от времени. Лезет из адекватности вот это вот. Зачем? Не понимаю, так все хорошо было. Мужик-то вроде, я говорю, мужик нормальный. Мужик, ну, на позитиве, хороший мужик. Что-то я вот это вот пропустил. Да, все закрылись. Опять? Да? И рыбка тоже закрылась. Опять все магазины, ребят, закрылись по соседству. Все. Так, ребят, заявление написано, объяснение написано, более подробно все изложили по данному факту. Протокол осмотра составлен, сотрудник полиции изымает выявленный нами товар без обязательной маркировки, что, возможно, является уголовным преступлением. Все, молодец, сотрудник. Че кто не говорил, молодец. Все сделал, все спокойно, все послушал. Тёмыч ему там подсказал, рассказал лишний раз. Все четко, все, не знаю, у меня нет к нему вопросов. Все четко сделал. Ну, на этом, я думаю, все. Немножко Девушку, подпенил, но ничего. кассира мы прощаем. Девушка осознала, извинилась, мне этого более чем достаточно.
Я думаю, мы просто вернемся сюда еще раз. Два соседних магазина «Престиж» и «Золотая рыбка», они опять закрылись, что намекает на то, что в «Золотую рыбку» надо вернуться. На самом деле, вот этот вот магазин, не «Золотая», а «Шагающая рыбка». Мы сейчас вот здесь. «Престиж» — это тот, кто пообещал все вычистить. А «Шагающая рыбка» 2 раза палятся, 2 раза закрываются. Мы к ним даже не хотели идти. Ни в этот раз, ни в тот раз. И они вот, знаешь, они прям напрашивают, чтобы туда мы все равно зашли. Я не знаю, для чего они это делают, зачем они это делают. Вот клянусь, мы туда даже вот просто мыслей не было, что в тот раз мы пошли просто тупо потому, что один зашел человек. По-моему, даже на видео это есть. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Они заходят, говорят, магазины все закрыты. Мы говорим, подождите, а вот рыбка тоже закрыта. Все везде закрыто. И вот просто вот, ну, напрашивают, знаешь, когда вот сюда вот мы приедем в «Престиж», вот в этот тоже зайти. Ну, тут все понятно, что это одного поля ягоды или один владелец, или они просто все с одной этой клумбы, да. Если палится «Золотая рыбка». Если «Престиж» реально сам нам сказал, что закроется, Да. и переберут весь товар, то почему закрылась «Золотая рыбка» — это вопросики. Наталкивает на размышления. Смотрите, вот это вот то, что Вирджиния, это тоже надо убирать. Это тоже с никотином. Вот эти бестабачные, без никотина. Вирджиния. Вот это с никотином. Я хочу вас огорчить, но вот это тоже надо убирать. Вот это в открытом виде, то, что лежит, тоже надо убирать. Все. Если это потемнит, мне... Конечно, можно. Ну сейчас надо убирать, да, или закрыть. Вы что так издеваетесь? На самом деле не понял, ну, типа, что они, зачем это пацаны чудили. Причем мы с ними так, ну, хорошо прям стояли, там пофоткаться можно. Никто никому не отказывал, прям, не знаю, максимально. Там чуваки нам сказали, ребят, там, типа, вот там такой еще есть магазин, такой. Но это как всегда, 1-2 вот эти вот, знаешь, 1-2 есть, типа, знаешь, такие дурачка, то ли, может, которые выделиться хотят, может, которые так привыкли себя вести. Очень много пацанов было, очень крутых. Реально, если смотрите, пацаны, привет огромный. И прям по кайфу было постоять, потрещать. Молодые, говорит, вон там он за углом, там. Он мне объяснил, где еще один магазин есть. Говорит, на карте не отмечен, тоже тухляк продают. Надо обязательно в следующий раз, когда в эту «Шагающую рыбку» поедем, я заеду туда, обязательно зайдем. Вот, так что как-то так. И очень крутые, позитивные. И сказали за этот магазин и за тот магазин. И потом, знаешь, как вот 1-2 пришло, какую-то херню начали творить, и все начали. Не знаю, в чем прикол, не знаю, в чем здесь, ну, кайф. Не знаю, я всегда со всеми рад пообщаться, любого возраста. Ну так гораздо красивее, парился. я считаю, когда хотя бы нет никотиносодержащей продукции на прилавках. И прикинь, вот в тот раз, помнишь, мы сказали, не доуберем, выставят обратно, ничего не сделают. Так и есть. Ну, наверное, сейчас закроют все равно. Я магазин закрываю, да, вообще сейчас. Ну, просто там уберут или они... Да. Или оставят так же и завтра будут так же реализовывать. Доверия нет. Здесь прикрыли, здесь мы в тот раз сказали, все, закрываете магазин, и потом уберете, пока магазин закрыт. Ничего не исправилось. Она как зараза распространяется. Как тяжело с детьми. Как тяжело с детьми, говорю. Брат, на самом деле с детьми легко, когда они правильно. Ну да, но на самом деле, ну, я не знаю. Я все равно не хочу сказать то, что типа вот раньше, а вот сейчас, просто другое время. Вот и все. Но то, что малым будет гораздо хуже в жизни, это факт. Если раньше, допустим, ну, все равно как-то за себя могу сказать, то, что слушали старших, то есть, ну, прикинь, там не то, что даже в голове не было, там, сидят старшаки, там, что-то там ляпнуть в их сторону, сказать. Это очень плохая была затея. Сейчас, то есть, вот эта вот вседозволенность, она просто потом их накроет жизнь так, что очень жестко будет. Они придут в какой-нибудь коллектив, в нормальный, в адекватный, или на работу, или в коллектив, вот такое вот тут сделают, но это все, эта шапка сразу отлетит. Это причем настолько жестко, что чувак просто потеряется, он скажет, а друзей уже нет, никого нет, поржать уже как бы вроде бы и не с кем, и потом он будет клянуть весь мир, что все идиоты. Так не работает, надо просто самому идиотом не быть и все. Очень трудно с ними. Когда они воспитаны, правильно? Когда, ну, это редко, это, знаете, когда было, я не знаю. Дети, успокойтесь, пожалуйста. Девочки, я твоего папу знаю, я вас тоже. Кто папа? Я знаю, он туда постоянно ходит. Как зовут? Ну, зовут-то не знаю, я знаю. Как вы папу? На тебя похож. Я приемный.
Дай бог терпения всем, кто работает с детьми. А где скотч? Мам, привет. Вы на машине или за вами приедет? А, ну ладно. Мама, салам алейкум. Скотч. Папа, почему ты не говорил, что я приемный? Они издеваться теперь будут. Заходите и издеваться. Мама, привет. На самом деле, мне кажется, детей бесполезно. Зову кента на завод работать по сборке машин, кушки, 7-е, 8-е. Говорит, зашквар на заводе работать. Лимончик, заблокируй его везде, он идиот, он не общайся с ним, он конченый. Полезно пугать родителями, когда у детей нет воспитания, понятно, что там оно не появится. Когда у детей есть воспитание, они не будут себя вести неприлично при взрослых, тем более как-то выражаться и так далее. Все, сотрудник полиции изымает товар. Дорогой директор, шеф, как записан в телефоне вот у девушки, Шеф. не знаю, кто ты тут. Надеюсь, теперь ты поймешь. Я думаю, в комментариях многие напишут, сталкивались с таким же или нет, и вообще, что на эту тему думаете. И вот эту тему раньше, не раньше, будет очень интересно комменты почитать на эту тему. Но им будет очень тяжело, прям просто пипец. Но я считаю все равно то, что всех под одну гребенку равнять, все равно все это из семьи идет. То есть, если так себя парнишка ведет, то он в первую очередь не себя позорит, а близких просто своих. Вот и все. И надо работать в соответствии с законом. А если не поймешь, мы приедем сюда еще раз. Поверь, нам подписчики быстро расскажут обстановку на районе. Вы донесете сами? Да, донесу. Попрощался, прошу заметить, тоже. Для меня это очень важно. Когда до конца человек, остается человеком и сотрудником, я думаю, что попросил кого-то из ребят тоже приехать с отдела, просто забрали все это, запаковали и поехали, потому что там, по-моему, тоже сотрудник сидел. Вот, так что попрощался. Хорошей службы от себя хочу пожелать, крепкого здоровья и поменьше тупых вопросов. Вот. Поддерживать, только поддерживать, все нормально. Крепимся и дальше двигаемся. Одним делом занимаемся. Ну что, ребят, вот плане. закончился наш рейд, повторный уже рейд, магазин Мини-маркет. В принципе, вы все видели сами. Ни хрена. Хочу сказать, мне очень грустно. Мне очень грустно стало от того, что огромное количество ребят, просто их невероятное количество. На самом деле, без шуток, они все интересные. Я серьезно сейчас говорю, и мне вообще плевать там, подпишутся, они отпишутся. Сами понимаете, у нас не те масштабы канала, чтобы там кому-то что-то подлизывать. Я констатирую факты, говорю это как человек, который сам является отцом 2 детей. И я напоминаю, одному 3 года, второму 10 лет. Конечно, у всех финансы разные и там возможности разные, но, допустим, представляете, вот какое количество детей сейчас существует, огромное количество, тем более это Химки. Существует огромное количество всяких кружков, футболы, волейболы. Копейки все стоит, реально копейки. Я говорю это без шуток. У меня парнишка старший тоже ходил на футбол. Все это там что-то платили 2000, 2-3 тысячи в месяц. Что-то какую-то вообще ерунду. И город поддерживал. Просто надо найти, где все это происходит. По крайней мере, это лучше вот так вот, чем вот они тусуются. Берут пример там с 2-3 абсосов, которые и девчонки такие же становятся, и пацаны такие же становятся. Я считаю то, что вообще спортивное вот это вот комьюнити, да, и спортивные коллективы, они всегда, допустим, от этого далеки. Потому что все эти, которые вот эти кошечками сейчас, да, модно, лисичками одеваются, всякие хрени вот этой занимаются, если у меня, допустим, пацан, он ходит, занимается и учится на отлично, когда ему просто у него нет времени на это, чтобы с хвостом там в 5-й точке гонять и непонятно чем заниматься, да, там корм этот жрать кошачий. Поэтому всему, конечно, свое время, все перерастут этот возраст, но я очень бы хотел, чтобы родители, в первую очередь, мы ответственны за наших детей, и обращайте внимание, смотрите не конкретно за этих ребят, это как-то, такое. Не надо винить ни поколение, не надо винить ни блогеров, ни стримеров, ни певцов, никого. В первую очередь, сами родители ответственны за своих детей, за их воспитание, за то, что вы им объясняете, внушаете и так далее и тому подобное. Потому что,
У меня был очень серьезный разговор с пацаном, допустим, с одним, со вторым, если бы я увидел то, что они себя вот так ведут, просто элементарно без уважения к старшим на улице даже. Я не говорю, что этого не может быть, или там где-то они там что-то там не творят, не говорят, просто если попадутся, ну, я не буду смотреть, там мой, чужой, еще кто-то. Со своими детьми, конечно, я, так как меня воспитывали, так же они будут воспитываться, как они сейчас, в принципе, воспитываются. Поэтому результаты, уже разряд, он в 9 лет получил по спорту, да, по кикбоксингу, и учится на отлично в гимназии. Вот, поэтому я считаю то, что я горжусь тем, как меня воспитывали, я горжусь своими родителями и горжусь то, что удается вкладывать частичку в своих ребят. Вот, так что будьте умнее, будьте добрее. С вами, как всегда, был Леха Хардплей. Жду вас в комментариях.